Третье поколение смарт-часов, которых все так ждали. Эта модель имеет большой цветной экран, измерение пульса, кислорода в крови, мониторинг сна и уровня стресса, система оценки здоровья Pi, более 60 спортивных режимов в стоке, водонепроницаемость 5 атмосфер, а также отличное время автономной работы. Обо всем этом можно прочитать в рекламе к смарт-часам Xiaomi Amazfit Bip 3. И да, вы ждали, наверное, сейчас много всякой еще интересной информации, но нет, они это дело даже не обещали. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам о новом устройстве. Это Amazfit Bip 3. На канале был Bip 1, вторые, еще чертова дюжина просто Amazfit'овских устройств, включая Amazfit T-Rex 2, последние, которые недавно выходили. Разумеется, на обычные T-Rex тоже был обзор, разумеется, на практически все часы Huawei, а на те, на которые я еще не сделал обзор, я обязательно сделаю, я их заказал. Плюс на Samsung. В общем, в целом, на носимые устройства я люблю делать обзоры. Эта штука ничего супер-мега крутого нам не обещает, кроме большого экрана, длительной жизни батареи, разумеется, не боится воды. Вопросы из разряда, а что сюда можно установить? Можно ли залить музыку? Можно ли, допустим, не знаю, подключить нагрудный датчик? Нет, это линейка эконом-класса. То есть даже к Стратосам третьим можно подключать еще, а вот, допустим, к T-Rex вторым, которые стоят без малого на данный момент 12 тысяч рублей, нагрудный датчик подключить нельзя. Вот такие вот спортивные у нас устройства пошли. Особо спортивные. Документация у нас есть. Я хочу найти кабель для зарядки, который они, разумеется, спрятали. Эконом-класс. Вот нет у меня ощущения, как они раньше упаковочки, картонки большие посылали, у тебя радость, счастье, а тут вот эконом. Ну ладно. К сожалению, не переносят они на себя вот эту вот штуковину из разряда «буду делать хорошо, буду делать как Huawei». Отдельно площадка, отдельно кабель. Здесь у нас кабель вместе с площадкой. Никакой там бесконтактной магнитки нет. Висят они, кому надо, заряжать их на весу. По ремешку суперским его не назову, но и плохим тоже. Химией не пахнет. Сейчас мы измерим, сколько это дело в ширину. Мне кажется, 22 стандартных миллиметра. Да. Нет, 20 миллиметров ширина ремешка, без каких-то извращений и лайфхаков. 33 ремешок вместе с часами, подбородок у часов довольно большой. Самое главное, что меня интересует, это GPS, автономность, разумеется, ну и какие-то функции из разряда измерения кислорода в крови, чтобы он у воздуха не считал. И все это дело перманентно было. Amazfit создали программу ZEP, она уже не такая глючная, я не назову ее суперской. С одной стороны, с другой стороны, из альтернатив в дешевом сегменте я вам не назову, чтобы вот можно было побежать и приобрести. Те же Halo или еще что-то все равно ниже классом, чем вот эти устройства, хотя эти устройства плюс-минус столько же стоят. Поэтому обращаем на это дело внимание, смотрим, нравятся ли они внешне. Надеемся, что автономность будет хотя бы половина от того, что предлагал нам трансфлективный дисплей у бипов первых. Пишем в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Пытаюсь разыграть наушники Sony, 30 июля приходите, разыграем. Помимо этого, в середине августа разыгрываем защищенный смартфон и, возможно, еще разыграем Infinix 12 Pro. Опять же, в описании ссылки на ролики. Участвуйте, всем буду рад. Не забывайте, что любой комментарий от вас помогает каналу. Заранее спасибо за коммент. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к тестам. Полетели. Поставляются часы в черной, синей и розовой расцветке. Дизайн минималистичный, выглядят они хорошо. Но правда, подбородок у экрана портит всю картину. Корпус часов изготовлен из матового пластика, материалы легкие, а качество их на свою стоимость. Смарт-часы при носке не ощущаются, на мужской руке, как и на женской, смотрятся отлично. Спать в них комфортно и ремешок не мешает. К слову, ремешок силиконовый, быстросъемный. Ширина его 20 мм. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, такие как BioTracker 2 с поддержкой измерения SPO2, трехосевой датчик ускорения, и это основа. Bip 3 пульс, как и кислород в крови, у воздуха не нащупывают. Пульс может работать в ручном режиме и автоматическом с периодичностью минимум в 1 минуту. Кислород в крови измеряется только в ручном режиме, и это я считаю прям эпичный фейл, потому что без автомата, ну, такое себе. Результаты измерений неплохие, в основном приближены к реальным, но это не медицинский прибор, и ладно, точных
данных он может и выдать, но отвечать за них никто не будет. Также на борту есть мониторинг сна и перманентный мониторинг уровня стресса. Еще раз повторяюсь, лучше бы SPO2 сделали перманентным. Сон смарт-часы мониторят отлично, как и фаза сна, а также дневной сон. Далее, с правой стороны расположили одну физическую кнопку. Ход кнопки не тугой, но люфт присутствует. Это вам не Digital Crown, как у Яблока. Никаких суперфункций здесь нет. В стоке она выполняет функции перехода в меню, возврат к предыдущей вкладке, и зажатием можно перейти к тренировкам. В настройках на самих часах можно повесить любое действие на эту кнопку, что особенно удобно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы TFT-дисплеем на 1,69 дюйма с разрешением 240 на 280 точек. Покрыт он закаленным 2,5D стеклом с олеофобным покрытием. Плотность пикселей скромная, 218 ppi. Скроллинг не скажу, что плавный, но в целом перемещаться по интерфейсу удобно. Автояркости на борту нет. При прямом попадании света на экран яркости хватает. Но в солнечный день пользоваться часами уже слегка затруднительно. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим переводом, а вот шрифт не радует, так как некоторые слова полноценно не отображаются. Цветопередача у экрана слегка тускловатая, но четкости достаточно. Автовыключение экрана максимум до 15 секунд, чего действительно мало. Always On дисплей не завезли. При поднятии запястья экран загорается стабильно через 1 секунду. Далее, с главного экрана по свайпам все стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Меню, панель быстрого доступа и виджеты можно настроить под себя, что удобно. Меню более чем стандартное для смарт-часов Amazfit, и из интересного на смарт-часах это система оценки состояния здоровья Pi, измерение ЧСС, измерение SPO2, мониторинг сна и уровня стресса, дыхательные тренировки, мониторинг менструального цикла, список дел, будильник, который можно завести прямо с часов, погода, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, но выделенной внутренней памяти на борту нет, и загрузить музыку на сами часы не получится. Далее есть таймер и секундомер без возможности работать в фоновом режиме. Мультизадачность не завезли, это тоже фейл. Далее компас, поиск телефона и удаленная съемка, которая работает без нареканий. Наша любимая Bluetooth кнопка. Летим дальше. Bluetooth здесь версии 5.0, на нем тоже сэкономили. Напоминаю, что уже есть версия 5.3. Связь с устройством, с которым они в паре держат стабильно и без причины не отваливаются. На открытой местности в пределах 10 метров связь не обрывалась. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет. К примеру, нагрудный датчик или наушники подключить не получится. К Wi-Fi часы не подключаются, спортивных режимов на борту 60 штук, но плавательных нет, что является тоже очевидным минусом. Для бега производитель предоставил целевой темп, GPS-навигации смарт-часы не поддерживают, GPS есть только в версии Pro. Во время тренировки можно пользоваться плеером, что удобно. Напоминание о разминке приходит, но редко. Звонить с часов нельзя, входящий вызов можно сбросить. Включить беззвучный режим или воспользоваться быстрыми ответами. Это максимум. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации возможность есть, как и сделать персонализированную вибрацию. Уведомления приходят практически моментально, смайлики полноценно не отображаются, что неудивительно, а иконки приложения отображаются хорошо. Уведомления можно посмотреть и удалить. Быстрых заготовок на уведомления нет. Далее, емкость аккумулятора 280 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа 5 минут. Время автономной работы хорошее, так как быстро высадить заряд аккумулятора по сути здесь нечем. За двое суток с 2 тренировками по 1 часу ушло 8%, но это со 100%. Почему я акцентирую внимание на этом? Потому что первый день не ушло ни 1%, а второй день батарея стала разряжаться в нормальном темпе. В общем, при интенсивном использовании их хватит на 6 дней. Но, как вы поняли, скорость разрядки они показывают неправильно. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер. Я решил их протестировать, искупав в воде. По итогу, разумеется, с ними ничего не произошло, что было и так очевидно. Плавать, принимать душ и так далее с ними можно спокойно. Но напомню, что никакие тренировки по плаванию вы не сможете никак ими отслеживать пока. И это плохо. Летим дальше. Amazfit Bip 3 работают в паре с приложением Zepp. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Их там достаточно, и свою фотографию на заставку поставить можно. Пользовательские watchface, которые можно настроить под себя, также имеются. Помимо перечисленного выше, есть все возможные настройки часов, которые практически идентичны тем, которые на самих часах. Обновить прошивку в приложении можно, а обновления мне уже прилетали. Минусы: нет тренировок для отслеживания плавания, огромный подбородок, экран оставляет желать лучшего, приличный люфт у кнопки, на самих часах не отображаются фазы сна, смайлики не отображаются, нет микрофона, нет динамика, нет калькулятора, нет NFC, нет возможности вставить eSIM или сим-карту, нет выделенной внутренней памяти. И в целом я ожидал от них
как минимум в раз 10 больше того, что они предоставили. Потому что это то же самое, что остальные устройства Amazfit, только они убрали всю уникальность, которая была в линейке. Цену можете посмотреть в описании к видео. Единственное, что плюсом осталось, это вот цена этого устройства. Если внешне они вам заходят, ценник вам тоже зайдет. Резюмируя, Amazfit Bip однозначно найдут своего покупателя. Я не в восторге от этих часов, так как внешне они такие же, как и все практически носимые устройства. По функционалу Amazfit ничего не добавили. Да, от первой и второй версии они отличаются в первую очередь отсутствием трансфлективного дисплея и не лютой автономностью, потому что, напоминаю, первые бипы спокойно жили 30-40 дней. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайк за труды, писать в комментариях, что бы еще хотели вы увидеть на обзоре. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок, в который я закидываю стабильный эксклюзивный контент. И по возможности еще подпишитесь на группу в ВК, она у меня уже верифицирована со звездочкой, потому что мне кажется, что осенью мы будем видеться только в телеге и в ВК. Ну, я думаю, вы поняли. Резюмирую дополнительно. Девайсу скромные, да, но линейку Amazfit убили. И стал бы я их покупать? Нет. Почему? Потому что бипы — это автономность, а бипы третьи автономностью не отличаются. В целом, это все как у всех стало. Легенда умерла. Добра и удачи вам, дорогие друзья.